Приветствую всех на своем канале. Сегодня 6 июня, летний день в Норвегии, и сегодня выходной. Спросите, почему же я тогда работаю? А потому что пока я на 100% не уверен, выгрузят меня или нет. Но давайте обо всем по порядку. Итак, сейчас нас ждет выгрузка на горнолыжном курорте Норрифьелл. И так как там работает русскоговорящая, скорее всего, бригада, ну, может быть, эстонцы или литовцы, латыши, посмотрим сейчас, кто там, то частично должны выгрузить, может быть, и полностью. В общем, пока неизвестно, нужно будет сейчас приехать по месту, они посмотрят, что там и как загружено, и как выгружать. И на стоянке мы стояли двумя машинами. Вторая наша тоже машина. У него номер 2 в документах было написано. И сказали, что его не выгрузят сегодня, скорее всего. И поэтому я сейчас поеду, узнаю, что там вообще да как обстоят дела, выгрузят ли меня, и спрошу, выгрузят ли его. И потом ему позвоню и скажу, ехать ему или нет. Сейчас я доеду до городка, который находится внизу горы. И там потом позвоню контакту. И кто-то должен приехать меня встретить, провести. Или может сам поеду. Как бы навигатор какую-то нашел там дорогу необозначенную. Я посмотрел по гуглу, вроде бы даже она асфальтированная. Не так, как у меня в прошлый раз было по грунтовке ехать. И будем подниматься мы наверх. Здесь мы едем по 280-й дороге, довольно-таки широкой, ну, обычная стандартная дорога. Она будет до этого городка, который будет перед подъемом на этот горнолыжный курорт. А праздник сегодня Духов день. Какой-то там, ну, я так понял, это что-то связано с церковными или... Короче, по каким-то там христианским обычаям этот праздник. Что он обозначает, я не знаю. Просто вот как прочитал вам День Духов. Точнее, Духов день. День. Именно в таком порядке написано. 6 июня Духов день. Все, красный день календаря в Норвегии. Никто не работает, кроме ребят, которые не относятся к традициям Норвегии. И как видите, даже дороги пустые. Машин нету, потому что все по домам. Вот так. Ну, нам недолго здесь, 10, по-моему, километров еще осталось мне до городка. Посмотрим, что нас там ждет. Пересеките дорогу с круговым движением, съедьте из пользы. Вот не совсем здесь корректно показывал навигатор, и я поехал по знаку. Я, признаться, даже и не ожидал, что здесь будет такая широкая дорога. Потому что всегда, когда я вижу на белом фоне, когда написано на карте трехзначное число, то в основных случаях не надо ждать ничего хорошего. Но здесь шикарная дорога. И кармашки были, где можно спокойно стоять. И стояночка даже такая со столиками, со скамеечками была. Потому что вчера, когда ехал, хотел максимально близко подъехать сюда, но остался на стоянке, которую я знал, откуда я выезжал сегодня. А дальше везде искал, по даже Гуглу, вот включал вид со спутника и искал какие-то отделения на дороге, но даже не было ничего видно. Так можно было бы смело подъехать к горе, да и уже стоять. Интересно ваше мнение, как вам вид с такого ракурса? Полностью имитация того, как вы сидите на пассажирском сидении. Когда будем подниматься в гору, я
Я установлю еще одну камеру, чтобы наверняка, потому что я не могу на 100% понять, насколько хорошо видно. И потом сравню две картинки, намного ли будет больше обзора с лобового стекла или ничего не поменяется. Еще я переживаю, что у меня неправильно выставлена экспозиция и у меня засвечивает дорогу. Что вы скажете по этому поводу тоже? Не сильно ли яркая дорога иногда выходит? И какие мне настройки здесь нужно поменять? И мы подобрались к городку возле этого курорта горнолыжного. И уходим уже на сам горнолыжный курорт. И там мне сказали, где-то будет площадочка, где можно будет стоять. Точнее, мне нужно будет там остановиться и позвонить, сказать, что я тут. Вот у нас указатель. Наш Норифьел, горнолыжный курорт, гольф-клуб. Вот возле гольф-клуба где-то будет площадка, где мне нужно остановиться. И 9 километров нам до будет самой вершины, я так понимаю. А в районе где-то этого гольф-клуба там должна быть какая-то там площадка. Сейчас будем смотреть. Шлагбаум на въезд есть, а на выезд нет. О, как интересно. Да, стоять здесь не вариант. Ничего хорошего я в этом не увидел. Так, позвоню. Узнаю, что мне скажут. Так, значит, ситуация. Ох, как я гребуся. Ситуация такая. Здесь въезд бесплатный, выезд, шлагбаум открывается автоматически. Сегодня я сейчас еду вон за той Шкодой. Доберемся мы до вершины. И мне покажут, что там вообще к чему. Второй машине сегодня смысла нету вообще никакого ехать. И меня сегодня тоже частично что-то там они свое достанут, а все остальное завтра краном. Главное, чтобы у меня крыша открывалась вообще. Ну, хотя, в принципе, меня в теории грузили краном. Ну, это, точнее, не меня, а этот прицеп. Потому что я ж не загружался, а прицеп мне на базу привезли. Да, тут в гольф-площадке по обе стороны играют в гольф в Норвегии. И что-то он мне там интересно рассказал, что завтра выезжать мне нужно будет, сейчас, значит, от какой-то площадки нужно будет ехать передом, а потом нужно будет ехать задом, потому что там негде развернуться. Еще мне сообщили радостную новость, что там очень много гвоздей, саморезов. В общем, сейчас посмотрим, что там происходит. Пока дорога довольно-таки тоже просторная наверх.
Я-то думал, здесь будет тропинка велосипедная, а здесь автомагистраль почти. Готовьтесь к левому повороту через 3,2 километра. Скрутило у меня уже и живот, и уши заложило, нос разложило наоборот. Короче, все тут со мной происходит на этом подъеме. 500 метров пока что, но вот без перерыва мы едем тупо наверх. Ну, уши вначале залаживает, потом их резко простреливает. И желудок там где-то к позвоночнику прилип. Да, здесь как и старые дома, так и новые. Ну, здесь первые идут более, это все старые. Высота уже здесь пока что 650. Но я думаю, ну, сильно высоко, конечно, не будет, потому что гора невысокая. Я думаю, в районе 800 что-то должно у нас быть. Налегке просто размениваешься с мусоровозом. Через 300 метров поверните направо. Да, наверное, от того, что довольно-таки это старый горнолыжный курорт, поэтому здесь и дорога цивильная. Там в прошлый раз, когда я ездил, Туруфьел, по-моему, он назывался, или как, там это новый, На следующем повороте очень новый горнолыжный курорт. И от того там была такая и дорога. готовьтесь через Ну и подъем там был посложнее, конечно. держаться левее. 14 градусов тепла у нас на почти вершине. Через 300 метров держитесь левее. Очень даже неплохо для июня месяца. Я думаю, сейчас к обеду немножко распогодится, будет получше. А, вот он про эту площадку говорил. Так, ладно, посмотрим, что они еще скажут. Ничего хорошего там нету. И сейчас мне нужно будет сделать что-то невозможное. Поеду я сейчас на этот объект, попробую там Через 300 развернуться метров поверните направо. и буду там до завтра я стоять. Или проложить на следующем повороте поверните налево. У меня есть два варианта развития событий. Либо очень далековато ехать задом, либо же разворачиваться в неудобном месте. И я вот прямо сейчас еду и думаю, как же все-таки мне поступить. Разворачиваться там очень узко и плюс большие перепады высоты. Мне это не очень нравится. Хотя у меня машина вся на подушках, я мог бы эту ситуацию как-то там вырулить. И вот туда надо сейчас.
Дорожки, конечно, хочу вам сказать, здесь красивые. Такие вот сбалансированные, так сказать. Но цены, конечно, здесь лучше вообще не узнавать и не знать. И вот это мне с того поворота с асфальта нужно было бы ехать задом. И чуть позже я узнаю, что было бы лучше на самом деле для меня. Потому что если сейчас я не смогу там развернуться, то мне придется задом сюда, то есть здесь спускаться. И потом... ну да, в принципе, я бы... Знаете, что я думал еще? Можно, конечно, попробовать отсюда махнуть. Но это, если что, я потом попробую это сделать. Если у меня... Хорошо, что мне поменяли резину сейчас на ВАЗе, потому что на своей бы старой я здесь бы вряд ли бы справился. И вот он, мой поворот, в котором мне нужно сдать задом. Не совсем я уверен, что здесь что-то у меня получится. От слова совсем. Я думаю, мне даже нечего и пытаться здесь что-то делать. Ну что, начнем. Немножко я хочу... Чисто теоретически. Чисто теоретически все должно получиться. Но я все равно сейчас начну. У меня прицеп начнет подниматься немножко, поэтому мне главное смотреть залом здесь, чтобы было все красиво. Да, камера-то, оказывается, запаздывает чуть-чуть. Ну ничего, не страшно. Что ж, немножко не попал я, да? Да.
Наверное, не буду я ничего выдумывать, а поеду задом сюда. Я тоже, конечно, это не очень хорошо, но... Как раз на свою камеру наеду, да? Надо чуть подровняться. Да, ребят, заехать это заехать, выехать это совсем по-другому. Но главное не спешить. А то я не учел, что камера запаздывает. Так, я там хоть по камням этим не поеду. Ой, отлично. Отлично, отлично, отлично. Ну, здесь краешком я чуть-чуть ему миллиметрик засадил, да. Но... Если я сейчас на этом перекрестке развернусь, то мне нужно будет только вот этот вот один уродливый подъем задом проехать. Так. Да, вы знаете, что-то я сразу здесь не крутанулся, а начал какой-то херней заниматься. И домик чуть не снес. Сейчас я здесь очень даже неплохо развернусь. Да, конечно, задом потом преодолеть этот заворотец. Кстати, я что-то реально перемудрил. Мне же потом все равно пришлось бы задом почти, чтобы выровнять хорошо тягач. Я реально перемудрил. Мне же потом пришлось бы все равно
чтобы выровнять хорошо тягач, мне нужно было бы по этому повороту проезжать. Да. Ну ладно. Надо побыстрее мне это все сделать, потому что и так слишком долго я вожусь с какой-то херней. Главное оставить целые подкрылки. Ну что, затея моя прокатит или нет? Я думаю, прокатит. Ну вот. Это что-то более-менее приличное. Так, там я сейчас случайно не этот прицепом не буду рыть землю. Но я-то подушки подняты у меня. Так, и здесь у меня уже переломчик. Надо посмотреть. О, видите как? Делов сейчас можно было наделать. Поэтому нам нужно сделать вот так вот. Больше не надо. И сейчас я также там в повороте буду в таком вот виде заезжать. Может быть, еще и передок подыму. Мне еще немножко назад, и я развернулся. Подкрылочек один. Вот что с ним произошло. Вот что с ним произошло. Заживало. Заживало как могло. Так, здесь оно мне не пускает. Я уже понял, что оно мне не пускает. Значит, будем вот так мы выезжать. А вы знаете, нормуль, еще не все так плохо. Почти как новый. Ладно, я потом на него одену резинки. Постучим, подровняем. Где что у нас тут? Значит, раз, два, три. Одна у меня есть в запасе. Подровняю эти крепления, и все у меня будет четко. Правильно? Правильно.
Раз, два, три, четыре, все на месте. Отлично. Ну что, едем назад. Будем пробовать проехать тот зигзаг. Она-то и ехать особо не хочет. Реально буксует. Фух. Пылище я поднял только. Еще и неудобная не та сторона. Вот если бы хотя бы по эту сторону мне было ехать, конечно, было бы лучше. А так... Ничего. У меня камешки вот. Да, я чувствую, я, ребят, не подымусь с такими успехами. Ха-ха! О, да. Без вариантов. Там немножко край земля мягкая, но попробую я поглубже просто отдать туда прицеп свой. Да, хоть ты убей. Она роется у меня.
Ах. Все. Пойдем прогуляемся по району, так сказать. Посмотрим домики. Здесь уже можно начать с этих, которые рядом стоят. Цена таких домиков лучше и не знать. Ну, здесь, конечно, огромный, с таким переходом интересным сделанный. А вот на этот объект привез я. Завтра как-то там будет парковаться кран. Это пока неизвестно еще как. Я в итоге, да, как вы поняли, что я передом заехал. И завтра задом буду там спускаться. Здесь развернуться я не уверен, что у меня получится. Слишком очень узко. Ну, может и получится, посмотрим, как оно. Максимально к тому краю взявшись и сюда завернув, может и получится. Ну да ладно, пойдем гулять, посмотрим, какие есть домики интересные здесь. Что интересного мы здесь увидим. Вот, я бы себе, наверное, вот что-то подобного хотел. Типа гостевой, с гаражом, с офисом и жилой основной. Круто очень. Все очень просто, но с огромным вкусом. Скандинавские крыши с растущей травой. Немножко прошел я в сторону и нашел вот такой маленький домик. Очень круто. И я надеюсь, здесь никого нету, потому что я хочу посмотреть в окна. Но здесь на камеру ничего не будет видно. Здесь спуск, горнолыжный спуск. Перейдем немножко мы ближе на точку обзора хорошего. Обзор, конечно, шикарный.
Смотрел бы и смотрел бы. А еще бы круто пролететь бы на чем-нибудь над этой всей красотой. Пишите ваши вопросы в комментариях. Ставьте обязательно лайк этому видео. С вами был Федор и канал Tracker in Scandinavia. До новых встреч. Всем пока.